Девчонки, привет! У нас опять с вами сегодня видео в ночи, но я надеюсь, что вам все будет хорошо видно. Сегодня я покажу вам свой Project Pen декоративной косметики на ближайшие 2-3 месяца. Честно скажу сразу, я не знаю, когда я закончу проект и что я сделаю с продуктами, которые не успела закончить. То, какую я косметику оставляю, очень сильно зависит от обстоятельств. Поэтому сейчас я вам покажу набор косметики, который будет и мой дорожный, и мой Project Pen одновременно. И давайте наполнять косметичку. Начнем по мере нанесения макияжа, как обычно. Во-первых, добавляю в проект вот такое вот масло от Golden Rose Miss Beauty с ароматом вишни. Его здесь чуть больше половины. Я надеюсь израсходовать его за пару месяцев. Оно немножко тинтует, я его наношу перед макияжем, и в принципе меня его тинт не напрягает. Оно неплохо увлажняет, ну так, ненадолго, но увлажняет. Хочу его израсходовать. Ему на замену сразу хочу взять вот этот бальзам от NARS в качестве также праймера или в качестве потом увлажнения в течение дня, после того, как основная помада из макияжа, из образа уже слезла. У меня это оттенок Deep Taupe, но я постоянно думаю, что неправильно это все читаю. Вот такой здесь оттенок, практически прозрачный. У меня его вот так, или давайте отмерим, то есть практически по высоту крышечки. В принципе, мне не жалко его выводить именно в качестве обычного бальзама, потому что очень долго он у меня лежит, и как практика показала, как самостоятельным продуктом он у меня не идет. Поэтому вот эти вот бальзамчики от NARS я буду выводить в качестве вспомогательных средств для губ, второстепенных. Тоже думаю, что с ним справлюсь, потому что я им немного пользовалась, а вы видите, что вот сколько здесь его уже нет. Праймер для лица у меня будет от Clarins. Сос праймер у меня это оттенок 08 Rosy Gold Pearls. Такой желтоватый он, не знаю, где здесь Rosy Gold. У него такой приятный аромат, и если сильно не растушевывать вот эту вот жемчужность, видно. Но по факту, если тон плотный, то подсвечивание совсем-совсем незаметно. Его достаточно много уходит, и я хочу его вывести, потому что он у меня уже больше полугода открыт, а я за таким слежу и средства такие заканчиваю. Это не потому, что я такая молодец или придираюсь, у меня просто действительно кожа на лице реагирует на старые средства тональные раздражением. Я это замечаю, я это поняла с возрастом, поэтому я стараюсь средства больше года в принципе не держать в коллекции. Здесь его вот столько, и я думаю, что за пару месяцев он должен уйти. Тональное средство у меня будет Лизда. У меня это оттенок 22 Light Beige. Оно мне не нравится. Ой, у меня свечка бунтует. Прошу прощения. Оно мне не нравится. Оно потому что на мне не фиксируется. И если недостаточно активно его распределять кистью по лицу, оно у меня западает пигментом в поры. Ну, про то, что оно ничего особо не скрывает, я не буду придираться, потому что оно, в принципе, так и заявлено, как не особо кроющее. Главная претензия, вот говорю к тому, что оно не усаживается, его можно свести с носа, с подбородка, с лба. Ну, меня такое не устраивает. Здесь получается его вот столько. У него очень большой расход. Я думаю, что тоже как бы за 1,5 месяца оно не ушло при ежедневном макияже. Больше я повторять такое не буду. Мне он не подошел, этот крем. Напишите, девчонки, может быть, он кому-то подошел, потому что, ну, что-то мне он кажется больше хайповым каким-то был, чем хорошим. Также из средств для лица никто у меня не берет эту пудру, поэтому я буду ей пользоваться в ближайшие несколько месяцев, и потом я от нее избавлюсь. Это прозрачная пудра, фиксирующая, матирующая от The Same. Ничего тут вам не видно будет. Ну, собственно, так оно и должно быть. Как-то она мне не очень нравится. Возможно, она просто плохо вот с этим средством работает. Я попробую ее еще раз с Enough. Но она как будто тоже западает в поры. Вот, мне такое не нравится. Хочу ей попользоваться, и мы с ней попрощаемся. Потому что, в принципе, она бесконечная. Я пользуюсь ей долго, и тут вот, ну, какая-то минимальная впадинка есть. Я думаю, мы тут даже не увидим какой-то результат. Просто она вот у меня в проекте.
Хайлайтер, который я взяла в качестве подсвечивающей пудры, это терракота от Guerlain Summer Glow. Вот такой вот здесь желтый оттенок, вы его уже, наверное, все видели. Я хочу попробовать его использовать в качестве подсвечивающей пудры. Вообще он, конечно, интересный парень такой. Я вот, на самом деле, я его добавила в проект не для того, чтобы его закончить, а для того, чтобы его распробовать, потому что бронзер от Guerlain я так распробовала и влюбилась в него. Может быть, я что-то тут не понимаю, я не знаю. Я пользовалась им вчера, но делала макияж уже вечером, поэтому мне было не очень понятно вообще, какой эффект в качестве подсвечивающей пудры от него есть. Вот я хочу за этим понаблюдать. И рефил замылился у меня. Возможно, я сниму этот замылившийся слой чуть позже. Сегодня еще попробую нанести. Если я пойму, что этот продукт бестолковый, или если я пойму, что он классный даже в качестве хайлайтера, если снять верхний слой, то я его из проекта уберу, то есть он у меня чисто, чтобы распробовать. А если я пойму, что он у меня классно идет в качестве подсвечивающей пудры, то он будет уже в проекте в следующем, в основном 2024 года. Пока это просто как тестовый экземпляр у меня находится. И беру палетку для лица. Это будут основные продукты, которыми я буду пользоваться. Kevyn Aucoin, палетка контуринга. На самом деле она классная, ну просто, во-первых, она уже старенькая. Пудры здесь сухие, меловые. Они наносятся хорошо, но они пылят, и как-то мне не очень комфортно их использовать. Я закончила отсюда один хайлайтер, и у меня теперь здесь хайлайтер от Essence. Он классный, он мне нравится. Давайте, наверное, ее посвотчим. Я сейчас как раз уже становлюсь бледненькая. Вот эти продукты мне подойдут для контуринга. Вот этот вот уголочек румян и вот этот темный оттенок, в принципе, можно попробовать использовать как бронзеры. Но не пойдут, я вам об этом расскажу в следующем месяце. Мне нравятся вот эти румяна, можно варьировать их интенсивность. На пальчик набирается оттенок очень приятный. Холодный, розовый, как сейчас популярно. Достаточно ярко переносится на руку. Но вы видите, они все наносятся полупрозрачным. Это не пигментированные продукты, которые пылят. Поэтому хочу их распробовать. Это хайлайтер, который я прессовала. И вот это вот желтое нечто, которое я буду использовать в качестве подсвечивающей пудры. Попробую. Давайте. Вот хайлайтер, очень яркий, я люблю его. И вот это средство, которое я буду пробовать как подсвечивание. Вот как-то так с продуктами для лица. Месяца 3 я уделю этой палетке, потом будем смотреть на ее состояние, на выводы по продуктам, что мне идет, что не идет, что поменялось, какие перспективы. Если все хорошо, то я продолжу ей пользоваться, если нет, то расхламим. Брала я ее достаточно выгодно в свое время на Wildberries. Стоила она мне чуть меньше 3000 рублей. Но это уже было, не знаю, года 4 назад. Давно лежит, надо с ней разобраться. Продукты для бровей. Хочу закончить вот этот вот гель от Pussy. Во-первых, его тут уже осталось мало, пока я ждала момент, чтобы снять проект. Тут его уже и осталось-то совсем чуть-чуть. Ну, в принципе, это хороший гель. Я понимаю, что на неупрямые брови он прямо зайдет. Мне не нравятся два момента, что он очень быстро заканчивается, и чтобы мне зафиксировать брови, очень много нужно прикладывать усилий, и они все равно потом опускаются. То есть, получается, они у меня подопускаются, и потом в том состоянии, в котором они опустились, они держатся железобетонно. Но мне это зачем? Мне нужно, чтобы они не опускались. То есть, вот, короче, он как будто медленно застывает. Видимо, я просто так и не распробовала его, так и не научилась им пользоваться. Я его повторять не буду, мне не настолько это принципиально, чтобы у меня волоски торчали вверх. Я не заморачиваюсь по этому поводу. Вот, хочу его закончить и вывести как косметическую единицу. Я думаю, что здесь максимум недели 2. И хочу закончить вот такой маркер от Vivienne Sabo. Маркеры я люблю. В принципе, я ими постоянно пользуюсь.
Они у меня открыты. Это вот оттенок 02. Этот маркер какой-то непонятный. Он иногда ведет себя как почти закончившийся продукт, а иногда что-то даже рисует. Поэтому я пока им пользуюсь, но по ощущениям ему не больше 2 месяцев осталось. Я хочу прикупить себе что-то еще для бровей. Может быть, в формате карандаша. Ну, что-то такое, что не будет быстро уходить, но и не будет бесконечным. Забыла вам показать консилер. Сейчас это мой любимый консилер. Это The Same тип консилер. У меня это оттенок 01. Я обязательно возьму запас парочку, когда у меня будет возможность, потому что для меня это сейчас идеальный консилер. Он очень пигментированный, очень. Он хорошо держится в течение дня, ложится тонко, не создает пирога. В общем, мне он очень нравится, правда, он маленький. Я беру его в проект просто потому, что это сейчас мой открытый консилер, и ну, надо его закончить. В принципе, пользуюсь я им где-то 2 месяца. Непонятно, сколько его тут, но я буду его выскребать прям до самой последней капельки. И обязательно буду повторять. Это вот The Same тип консилер. Он классно подходит и под глаза, ну, если там не сухая кожа, а нормальная. И он классно подходит на какие-то раздражения, покраснения, пигментацию. Он хорошо все скрывает. Мне он нравится. Про тени для глаз. Здесь не будет никаких палеток. Палетки будут, наверное, уже только летом. Пока вот зимой и весной я буду разбираться с проектом 100 использований. У меня там палетка. И с однушками. Вот. И из однушек я хочу добавить 3 штучки. Вот они. Хочу закончить вот такой вот кремовый стик от By Terry, или By Terry. Я его купила просто потому, что он был очень дешевый, пробничек, миниатюрка. Просто мне нужно было, по-моему, на Cult Beauty добрать до какой-то суммы. Вот такой вот тут оттенок. Классный он для каких-то смоки повседневных. Я буду, скорее всего, использовать его в качестве базы. Оттенок у меня 4 Bronze Moon. Его здесь мало. Сейчас покажу, сколько. И он вываливается. Вот его сколько здесь. Ну, буквально сантиметрик. Я его даже, по-моему, отметила. Смотрите, я его отметила, а потом попользовалась им 3 раза. И видите, как его уже ушло. То есть этот продукт точно к следующему отчету, ну, может быть, либо почти закончится, либо закончится. Его нужно вывести. Он старенький. Вот. Красивый цвет на повседневку. Единственное, что он мне холодноват немножко. И в парочку ему беру вот такой вот оттенок от Marc Jacobs. 90 Topaz Flash. Красивый очень оттенок. Кажется, что просто коричневый шиммер. Но на самом деле, когда вот начинаешь его подрастушевывать пальцем или кистью, в этом оттенке куча-куча разных блесток. И они все разного цвета. Есть красные, есть золотые, есть серебряные, есть розовый. Очень красивый оттенок. Но вот эти вот жидкие тени от Marc Jacobs, ну, они все равно уже не продаются, поэтому как бы не суть, но их самостоятельно не получится израсходовать, потому что они плешивят. Тем более такие темные оттенки. Как раз я думаю, что они будут дружить с By Terry. Что будет дальше с этими тенями, я не знаю. Я помню, что когда добавляла предыдущий золотой оттенок в прошлый Project Pen, после первого месяца использования он так очень хорошенечко подсох. То есть он у меня не закончился, он подсох и очень сильно уменьшился. А потом я его очень-очень долго заканчивала. Буду ли я добивать эти тени до самого конца, я не могу вам гарантировать, девчонки. Я буду руководствоваться целесообразностью вообще их транспортировки. И последняя однушка, это Tami Tanuka, презирающая опасности. Добавляла я ее уже в Project Pen 23 года. Где-то половину я израсходовала. Я думаю, что здесь применений 10. Тоже надеюсь ее вывести. Также для глаз у меня 2 карандаша. Во-первых, зеленый от Ламель. Последний мой карандаш от Ламель, который остался. Самые старые они у меня в коллекции. Хочу вывести. У него красивый цвет зеленый. Им получаются прикольные акцентики на глаза. Хочу его также вывести. Он достаточно мягкий. И я думаю, что будет уходить достаточно быстро. Ну, вы знаете, я так говорила и про 2 предыдущих карандаша. В итоге их год мучила.
Поэтому тоже посмотрим. Я на него возлагаю определенные надежды, но как пойдет. И вот такой карандаш от Essence. Наверное, буду использовать его в качестве подложки, потому что не надо было его вообще покупать. Он слишком сильно совпадает с тоном моей кожи. Из-за этого этот карандаш не видно у меня на глазах. Может показаться, что он яркий, но на самом деле на слизистой или на веке его просто не видно. Как стрелку его не видно. То есть это что-то получается невнятное. Вот я сделала отметку, его очень много. До конца я его точно не израсходую, но я буду стараться под какие-то розовые блестяшки. Возможно, буду использовать его как подложку, по-другому просто никак, он бесполезный. Ну и тушь от Golden Rose. В принципе, это мое постоянное средство в косметичке. Возможно, я, когда буду в России, приобрету какие-то другие марки. Сколько уже можно сидеть на одной Golden Rose. Просто она тут самая доступная, и такое соотношение получается цены-качество неплохое, поэтому я ими и пользуюсь. У меня уже есть в запасе несколько, и вот эту открытую я просто хочу сделать на нее упор и израсходовать. Теперь переходим к губам. Во-первых, в проект опять переходит вот этот карандаш от Бакса. Никуда он не девается. Буду его как-то побольше стараться использовать. Хочу его вывести. Ну, если не в рамках ближайших нескольких месяцев, то за год точно. Сейчас я стараюсь наносить его на всю поверхность губ, потому что делаю упор на блеске и надеюсь, что он пойдет активнее. Здесь получается у нас вот столько, где-то сантиметра нет до буквы «Б». Посмотрим, что будет через месяц. И хочу добавить тоже карандаш в оттенке Долли. Он розовый, но я его не хочу закончить. Я хочу его попробовать. Я хочу попробовать нанести его с розовым макияжем глаз и понять вообще, буду я носить такие оттенки или нет. Потому что он у меня лежит 3 года, и каждый раз у меня к нему не тянется рука. Мне кажется слишком розовый, темный оттенок, и что мне такое не пойдет. Я попробую его разносить, чтобы понять, стоит ли его держать в коллекции или я от него избавлюсь. Все-таки решила добавить одну бальзамную помаду от MAC. Это миниатюрка. У меня это оттенок Sugar Spiket. И здесь вот такой максимально носибельный оттенок. Она полупрозрачная, новая. Один раз я ей пользовалась. И вот беру для эксперимента, сколько потребуется на то, чтобы она закончилась. Получается сейчас ее вот так. Посмотрим. Мне прям несколько девчонок написали, что зря я решила взять MAC, потому что они очень пигментированные. И я прислушалась, естественно, к их советам, посвочила и выбрала самую такую легкую полупрозрачную формулу. Посмотрю, что будет с ней. Если даже она будет уходить долго, то я буду понимать, что помады в MAC в проект брать самоубийство. И остались блески. Переходит у меня в проект этого года блеск от Golden Rose, оттенок 02. Здесь фиолетовые блестки, немного он уже запачкался, от карандаша для губ. Красивый оттенок для пастельных розовых макияжей. Его здесь вот столько и даже меньше, потому что я им уже пользовалась, пока отобрала продукты. Где-то вот столько его. Я думаю, что месяцок и он закончится. 2 блеска от Бакса, но не знаю, закончатся ли они. Посмотрим. Начну вот с этого. У меня это оттенок White Russian. Это очень светлый блеск. Я буду использовать его с карандашом и с какими-то темноватыми для меня помадами. В принципе, цвет мне нравится, но понятно, что он не самостоятельный. Это миниатюрка на 2 мл. И я уже заканчивала такие миниатюрки от Бакса. В принципе, они уходят достаточно быстро. И вот такой вот классический оттенок Долли. Это розовый блеск. Он также новый. И я его хочу распробовать. Я надеюсь, что у меня получится им пользоваться. Он, в принципе, полупрозрачный. И я надеюсь, что у меня будет какое-то настроение на розовенькие макияжи. А главное, розовые губы. Потому что их я делаю очень редко. Хочу вывести тоже из-за сомнительного оттенка. Потому что всем розовым мне нужно прям заставлять себя пользоваться. Почему-то мне сразу кажется, что он немножко too much, и хочется стереть и нанести более такой бежевый или нейтральный нюд. В общем, беру его. И это последний продукт.
из Project Pen. Вот такой получается набор косметики на ближайшие месяцы. Будем делать отчет раз в месяц, как обычно. Я надеюсь от большинства здесь избавиться. Ну, а что-то я добавила просто, чтобы понять, как оно работает, потому что я даже не по каждому продукту смогла вспомнить, какой он на мне, когда делала инвентаризацию, и не смогла принять решение, расхламлять или нет. Так что вот так, эта косметичка также у меня будет дорожная, то есть это будет набор косметики, которыми я буду пользоваться действительно на ежедневной основе. Возможно, только добавлять там пару раз в неделю какие-то палетки. Это то, на что я действительно буду делать большой упор. Спасибо, девчонки, что посмотрели это видео. Спасибо вам всем за внимание. Отличного вам дня, прекрасного настроения, чудесных макияжей и любимой косметики. Всем пока-пока!